Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать! Меня зовут Излаль, мне 16 лет, и я полиглот из Турции. Сегодня я сделаю свое первое видео на русском. И теперь мне очень странно, потому что наконец-то я покажу вам, что я выучила русский язык, новый язык, да. В прошлом году я начала изучать русский, но, как вы же знаете, я никому ничего не сказала об этом. Я только снимала одно видео, на котором я говорила о том, что я выучила два новых языка, которые были немецкий и русский. Как большинство из вас правильно догадались, я поздравляю вам. Но в этом видео сегодня я хочу говорить о том, почему и как я выучила русский язык, а потом я хочу ответить на некоторые вопросы, например, как что у меня план на будущее с русским, что я хочу сделать с русским и так далее. Если вы готовы, давайте начнем. Раньше я могла говорить на турецком, английском, арабском, французском, итальянском, испанском. И в прошлом году я начала изучать русский и немецкий. Как вы же знаете, наверное, я выучила эти языки одновременно и самостоятельно. Русский и немецкий не очень простые языки, из-за этого мне было много трудностей. Но, по крайней мере, сейчас я очень рада результату. Особенно русский язык был самым сложным языком, который я выучила в моей жизни. Когда я его изучала, да, я знала, что это будет трудно, но мне было много стресса. И я даже не хотела больше изучать русский, я не хотела продолжить. Да, изучать русский язык был один из моих мечт, но вначале все мне казалось очень сложным, из-за этого я ненавидела язык, точно говоря. Но потом я попыталась найти интересные вещи, которые можно сделать с русским. И сейчас я очень удивлена, что русский язык — это как один из моих любимых языков. Наверное, потом французского или итальянского, можно сказать. Сейчас я вам объясню, почему я выбрала именно русский язык. Да. С детства мне очень нравилось посмотреть мультфильмы, как все, но я посмотрела мультфильмы на иностранных языках, и я очень часто увидела фильмы, которые были русские имя, и из-за этого мне было очень странно, потому что мне было, наверное, 6 или 7, и я знала только латинский алфавит, из-за этого русский алфавит мне казалось очень странным. Мой интерес начался просто так. А потом, когда мне было 11, я подумала еще раз об этом, но потом я решила изучать французский язык. И в последние годы я заметила, что русскую культуру и литературу мне очень нравится. И в прошлом году, наконец, я решила изучать русский язык. В самом начале я очень много посмотрела каналы для начинающих, и я очень много времени потратила на грамматику и словарный запас, все для начинающих. Каналы, которые я очень часто посмотрела, были Amazing Russian и о русском по-русски. Я рекомендую эти каналы для начинающих, если вы хотите изучать русский язык, если вы хотите использовать какие-то материалы, вы можете посмотреть эти видео. Да, я тоже посмотрела, но потом я заметила, что для меня это еще sложно понимать rusский языk или говорить на rusском, как я хочу. Video izlerken asla anlamadım ne öğrendiğimi çünkü hem Rusça anlatılıyor, böyle diyorlar ki şu var işte şu var, sonra hani ne olduğunu çok anlayamadım. И для этого я начала использовать аудиоматериалы на русском, аудиоматериалы как подкасты или влоги. И эти материалы на естественном русском языке мне очень помогли, чтобы прогрессировать или погрузиться на язык. И потому что, как вы же знаете, как я еще много раз в моих видео повторяла, когда мы изучаем только теорию или грамматические структуры, если мы не знаем, как они используются, то
мы ничего полезного не изучаем. Для этого я очень много послушала подкаст на русском. Подкаст иногда, которые было сложно для меня, но я посмотрела, я послушала неоднократно, еще много раз, а потом я написала только незнакомые слова, чтобы изучать значения. И сделая так, mой rусский стал лучше, я думаю. Bugün hayatımda ilk defa Rusça konuştum. Hem ana dili Rusça olan insanlarla hem de benim gibi Rusça öğrenen diğer insanlarla beraber. İnsanlara sorularını anlayıp onlara Rusça cevap verebildiğimi görmek, bir konuşmayı sürdürebilmek beni gerçekten çok rahatlattı. Rusça olan sorunlarımı yavaş yavaş çözdüğümü düşünüyorum. Bunu yapmamın sırrı da anlamadığım bir şeyi ertesi gün, ondan sonraki gün tekrar dinlemek, kelimeleri bu şekilde öğrenmek. Yavaş yavaş umutlanmaya başladım Rusça konusunda. Umarım her şey daha iyi olur. Каналы, которые я больше всего посмотрела, были Russian Progress и Russian with Max. Я вас тоже призываю посмотреть эти каналы, но они могут быть как-то немножко трудно для начинающих, но вы можете попробовать. И потом я хочу тоже сделать другое видео для моих рекомендаций по изучению русского языка. Самый сложный на русском языке для меня были падежи и глаголы. И я также думаю, что русское произношение это как-то трудно, потому что мы не читаем слова, как они пишутся, и если вы хотите что-то правильно произносить на русском, тогда вам надо очень много слушать. Строите связь между тем, как звучит язык, и между тем, как он пишется. Это очень важно, это вам поможет. И тоже очень важный момент общаться с русскими людьми. Потому что, когда вы говорите с ними, вы очень много изучаете. Например, я нашла многих русских друзей, которые хотела изучать немецкий, турецкий, другие языки. И мы очень много говорили с ними друг с другом. А потом, например, когда я звоню их и я скажу что-то на русском, если это неправильно, они мне показали, как это правильно делать, как это надо делать. С русским я очень много сделала. Сейчас язык меня интересует больше, чем раньше, потому что я узнала новые вещи о русской культуре, и я даже прочитала какие-то русские книги от моих любимых русских писателей. И тоже я думаю, что Россия как страна это очень замечательная, и я очень сильно хочу поехать в Россию, но, к сожалению, у меня никогда не было возможности поехать за границу, но я надеюсь. Ну, по крайней мере, я выучила этот язык, и интересно, но помимо этого я думаю, что русский язык мне помогла выйти из моей зоны комфорта, потому что я думаю, что все в моей жизни изменилось с русским. Раньше я выучила итальянский, испанский, да, но они для меня были как-то не очень сложные, как русские. И немецкий также не был как самый сложный для меня. И для этого я думаю, что русский язык для меня все изменилось. Насколько я видела, в Турции есть много людей, которые хотят изучать русский язык, но не все могут сделать это. Раньше я думала так, что русский язык был очень сложно, да, это правда. И я также думала, что это было невозможно изучать русский язык, но вот, после месяцев тяжелой работы, вот, я говорю на русском. И из-за этого я думаю, что если вы хотите тоже изучать русский язык, вы можете сделать это. Знаю, что мне еще надо много делать с русским, чтобы прогрессировать, например, потому что мой немецкий сейчас лучше, чем мой русский. Но я знаю, что все будет хорошо, и по крайней мере я горжусь собой сейчас, в тот момент, и это все. Пишите, что вы думаете в комментариях, и тоже посмотрите мои другие видео, особенно видео, в котором я говорила на немецком.
мой новый видео. Это очень интересно, посмотрите его. И тоже, да, спасибо за просмотр. Это все. Увидимся в следующем видео. Пока!